Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю самые вкусные пышки из нашего советского детства. Я уверена, многие из вас помнят эти пышки. Они получаются такие пышные, с пузырьками воздуха внутри, а сверху хрустящая корочка. И все это посыпано сахарной пудрой. Друзья, ну как же это вкусно! Очень рекомендую, если вы еще не ели эти пончики, обязательно их приготовьте. От них оторваться просто невозможно. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Сначала в теплой воде, температура которой примерно 38 градусов, разведу дрожжи. Добавляю 2 чайные ложки сахара от общего количества. Всыпаю дрожжи. Если вы используете живые дрожжи, берите их в 3 раза больше. Хорошо перемешиваю и оставляю постоять минут на 5-7. Таким образом, я хочу просто разбудить дрожжи. Тесто сегодня получится такое довольно жидкое, поэтому его лучше замешивать либо в планетарном миксере, либо вымешивать просто миксером, насадками для теста. Так будет намного удобнее, чем руками. Ну, конечно, если вы хотите, можно сделать это и руками. Я сейчас в чашу миксера просеиваю муку. Добавляю соль, всыпаю оставшийся сахар. Я устанавливаю насадку крюк и сейчас просто немного все перемешаю, муку и сахар. Дрожжи у меня вот так уже хорошо подошли. Вливаю дрожжи в чашу миксера. Также сразу добавляю одно яйцо среднего размера. Вес яйца со скорлупой примерно 55 граммов. И также один очень важный момент. Сегодня в мое тесто я добавлю 1 чайную ложку уксуса. И буду вымешивать тесто в тестомесе примерно 5-7 минут на второй скорости. И для чего я добавляю уксус в тесто? Он слегка подкисляет его и укрепляет клейковину. Это делает тесто более эластичным, и сами изделия получатся более мягкими и пышными. И также благодаря этому тесто остается дольше свежим. И еще один немаловажный момент. Именно благодаря уксусу убирается вот этот такой ярко выраженный дрожжевой запах у теста. Мне кажется, что для пончиков это очень важно, потому что здесь мы используем не так много сахара и нет дополнительных ароматизаторов. Я сейчас немного вымесила тесто. Посмотрите, оно получается вот такое достаточно липкое. И добавляю в него мягкое сливочное масло комнатной температуры. Вообще все ингредиенты должны быть теплыми. И теперь продолжаю вымешивать тесто. Немного пройдусь лопаткой по стенкам чаши, чтобы все хорошо вымешалось. Тесто готово. Конечно, с таким жидким тестом довольно трудно возиться, если вымешивать его руками. Поэтому я и рекомендую либо замешивать его в планетарном миксере, либо обычным миксером насадками для теста. Я подготовила чистую миску, смазываю ее слегка растительным маслом. Руки я также смажу маслом. В принципе, тесто можно оставить и в чаше. Но я хочу просто показать вам, как оно будет подходить и какое оно по консистенции. Посмотрите, какое оно нежное, такое липковатое. Поэтому руки обязательно смазывайте маслом. Тесто я отправляю в миску. Немного его вот таким образом подбираю. Еще раз покажу. Посмотрите, оно, видите, какое нежное, очень мягкое. Закрываю миску пленкой и оставляю тесто на расстойке примерно минут на 40. Посмотрите, как за 40 минут подошло тесто. Оно просто такое великолепное, такое живое. И я его сейчас прямо руками немного обминаю. Вот таким образом. Если хотите, можно его обмять лопаткой. Но руками работать с этим тестом просто невероятное наслаждение. Посмотрите, какое оно замечательное. Я его подкатываю вот таким образом еще в шар. Снова закрываю пленкой и отправляю на расстойку в теплое место еще на полчаса. Тесто просто великолепно подошло. Разделывать тесто я буду на растительном масле, не на муке, чтобы потом мука не обгорала в масле. Смазываю доску растительным маслом, выкладываю тесто на смазанную доску. Оно просто такое воздушное,
И теперь разделю на кусочки. Вы можете выбирать любой размер, какой вам нравится. Я буду делать кусочки по 40 граммов, чтобы сами пончики получались не слишком большими. Они будут такого среднего размера. Теперь все кусочки подкатываю в шар. Получаются вот такие шарики теста. Слишком сильно стараемся ничего не приминать. Хочу, чтобы в нем сохранились все вот эти пузырьки воздуха. Вы помните эти пышки? Какие они всегда воздушные. Они так и называются пышки, потому что в них много воздуха. Обязательно поверхность смазывайте растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. И таким образом я подкатываю все кусочки теста. Всего у меня получилось 23 кусочка теста. Сейчас я их накрываю пленкой и дам отдохнуть минут 5. Формую пончики. Палец окунаю в масло. В центре делаю вот такую дырочку. И теперь расширяю ее. Просто раздвигаю пальцами. Старайтесь, чтобы пончики не соединились, чтобы они не слиплись. Сформованные пончики закрываю сверху пленкой и оставляю на расстойке минут на 10, а в это время я разогреваю масло. Пончики жарим во фритюре, поэтому масла должно быть достаточное количество. Я буду готовить в сковороде вок. Для меня это очень удобно. Сковорода расширяется кверху, и поэтому пончики будут очень хорошо себя чувствовать в масле. Также сразу я подготовила поднос с бумажными полотенцами, куда буду снимать готовые пончики. Проверяю, разогрелось ли масло, опускаю деревянные палочки. Идут пузыри, масло разогрелось. Можно готовить пончики. Руки я опять слегка смазываю растительным маслом. Беру пончики, которые я формировала первыми. Аккуратно приподнимаю. Стараемся, чтобы не нарушили вот это тесто, чтобы воздушность эту не смять. Опускаю в масло. Действуйте аккуратно, чтобы не обжечься. Готовим на среднем огне. Не надо огонь делать слишком высоким, чтобы пышки успели проготовиться внутри. Обжариваем с двух сторон, примерно по 2-3 минуты. Посмотрите, как надувается тесто шикарно. Первая партия пышек испеклась. Достаю их на бумажные полотенца. Хорошо стряхиваю масло. Вот такие невероятно пышные, воздушные пышки получились. И сразу же отправляю обжариваться следующую партию. Следующая партия пышек испеклась. Вот такие шикарные пышки получились. Нежные, воздушные. И сверху, конечно, присыпаем их сахарной пудрой. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук. Позитивная кухня. Всем пока!